Американские исследования на обратной стороне Луны могут кардинально изменить судьбу всей цивилизации. Пока мир спорит, стоит ли сосредоточиться на Марсе, искать новые миры или решать земные проблемы. США тихо и последовательно превращают ближайший к нам спутник в ресурс, способный обеспечить глобальное технологическое и энергетическое превосходство. Это не просто красивые слова или политические жесты, это реальная стратегия овладения одним из самых ценных объектов Солнечной системы, доступным всего за 3 суток полета. Если все пойдет по плану, то уже через десятилетия расклад мировых сил может измениться полностью. После сворачивания программы Аполлон и завершения советских лунных миссий интерес к Луне снизился. Научное сообщество все чаще говорило о Марсе, спутниках Юпитера и далеких экзопланетах. Луна казалась изученной и малоинтересной. Но в начале 21 века американские специалисты сделали решительный шаг. Они задали вопрос: где взять энергию и материалы для нового технологического рывка, чтобы выйти вперед, пока остальные отвлечены мечтами о дальних мирах? Ответ оказался прагматичным. Не Марс с его 9-месячным перелетом, не астероиды, а Луна рядом и доступна всегда. С 2007 года стартовали серии лунных миссий, направленных на подробные исследования поверхности и ресурсов спутника. Одним из ключевых открытий стал гелий-3, редкий изотоп, способный стать топливом для реакторов будущего. Всего 1 килограмм гелия-3 эквивалентен 10 тысячам тонн угля, при этом реакция безопасна и не оставляет радиоактивных отходов. На Земле этот элемент встречается крайне редко, а Луна содержит миллионы тонн, накопленных за миллиарды лет. По оценкам, лишь 40 тонн гелия-3 могут покрыть годовые потребности США в электроэнергии. Общие запасы же хватит на тысячелетия. В то время как другие страны спорили о направлениях освоения космоса, США заложили фундамент энергетической и технологической самостоятельности. Следующие миссии создали карты с высоким разрешением, выявили лучшие зоны для посадок и подтвердили наличие гелия-3 в лунном грунте. Американские луноходы изучали поверхности, анализировали минералы и искали новые ресурсы. Особое внимание уделялось изучению лавовых труб, гигантских подземных пустот, которые могут стать идеальным укрытием и основой для строительства лунных баз. Постоянная температура и защита от космической радиации делают эти пустоты идеальным местом для будущих колоний. Важным достижением стало возвращение образцов лунного грунта с глубины. Самые молодые породы, возрастом около 2 миллиардов лет, подтвердили возможность промышленной добычи гелия-3. Это открывает путь к созданию дешевых и мощных термоядерных реакторов. Параллельно ведется разработка технологий для строительства на Луне, 3D-принтеры из лунного реголита, робототехника, автономные системы жизнеобеспечения и энергетики. США планируют высадить астронавтов уже в ближайшее десятилетие и создать полноценную лунную базу, способную стать плацдармом для дальнейших миссий в дальний космос. При этом конкуренция с другими странами, включая Китай и Россию, обостряется. Америка стремится сохранить лидерство и контролировать ресурсы, от которых зависит будущее энергетики и технологий. Тот, кто сможет наладить добычу гелия-3 и освоить лунные ресурсы, получит почти бесплатный источник энергии, который изменит все, от производства до искусственного интеллекта. Через 20 лет именно это десятилетие войдет в учебники как время, когда определилась судьба цивилизации. История показывает, кто контролирует ресурсы, тот диктует правила. Когда-то это были специи, потом нефть, теперь космические ресурсы. Будущее человечества может зависеть от того, что происходит сегодня
на скрытой от глаз обратной стороне Луны. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи!